Всем привет! Сегодня будем обсуждать актуальную тему, да, это право на ирландское гражданство, как получить ирландское гражданство. Мы тут поговорим про все моменты, аспекты, да, путь к натурализации, посмотрим про поинты, да, которые должны у вас быть все годы пребывания по 150. Калькулятор натурализации покажу вам, онлайн-форму, да, для подачи на гражданство, то есть что такое церемония, да, то есть посмотрим статью, сколько в этом году уже получили гражданство людей, да, в Ирландии. Интересная статистика, какой национальности больше всего, да, из какой страны получили право на гражданство. То есть все эти моменты мы обсудим. Это будет интересное видео не только, да, украинским беженцам, но, конечно, я буду делать больше акцент на них, потому что сейчас украинцы прям активно во всех чатах пишут, ищут, как получить, что сделать. Многие, конечно, до сих пор находятся в вот таких вот огромных розовых очках, как у черепахи тортилы, доказывают, что да, после 3 лет, если ты беженец, то тебе обязаны дать гражданство, да, как указано вот здесь, например, да, беженцы, вы легально проживаете в Ирландии в течение 3 лет, заканчивающийся на день подачи заявления. То есть в прямом смысле, если ты беженец, да, но обратно же это международники, пока мы в подвешенном состоянии. И да, в 25 году будет 3 года, да, как первые украинцы, которые приехали, да, и по факту они уже проживут 3 года. И многие, я с одним человеком даже спорил, там был день рождения, были шашлычки, была украинская компания, да, и человек мне доказывал, что да вы что, мы нужны, потому что мы белые, ребята, вы понимаете? Человек утверждал, что мы белые, чтобы мы как бы разбавили кровь, потому что много уже индусов, там бразильцев, да, там мусульман и так далее, да, и мы белые, и только что мы белые украинцы, нам дадут за это уже, понимаете, гражданство. Мне было так смешно, я пытался с ним немножко поспорить, но есть люди, которые, да, непробиваемые, у них вот такая броня, понимаете, никто не будет никаких бонусов украинцам именно конкретно по гражданству давать. Может, какие-то ослабления для подачи на то, что тут остаться легально, да, после защиты, это возможно. Но обратно же, если вот все вот эти годы не будут учитываться, а все сначала, то этот путь, поверьте, будет очень долгим. Если они сделают какой-то механизм, обратно же, то поверьте, вот эти вот 150 поинтов, да, в год, которые вы должны в течение 5 лет, да, собирать, то есть, чтобы они у вас были, да, чтобы при подаче на гражданство, поверьте, их большая часть, не знаю, процентов 80, а то 90 украинских беженцев, которые сейчас находятся, даже если они проживут 3 года по защите, да, и это все учтется, да, в натурализацию, но прикол в том, что когда вы будете подаваться, то эти годы не учтутся, потому что вы не наберете поинты, да, то есть определенное количество поинтов, потому что там много различных факторов, там, платить биллы и так далее. А если человек жил 3 года, да, просто в бесплатном жилье и ничего не оплачивал, за ним ничего не числится, то никаких поинтов ему не будет начислено. И по факту он проживет даже потом 5 лет, подастся, но ему придет отказ, это 99%. То есть, еще раз повторяю, не нужно находиться в розовых очках. Послабления могут дать тем, кто сейчас уже работает и платит. Вот этим украинцам, возможно, да, которые сами снимают жилье, оплачивают биллы, то есть у них есть уже вот эти поинты, им уже они накидываются. И потом, наняв там адвоката, да, если даже вам потом будет отказ, вы сможете с помощью адвоката, конечно же, доказать, как международники многие подают, когда им отказ, да, они подают в суд и выиграют суд, и тогда им гражданство, да, дают им натурализацию, и потом они подаются на то, чтобы получить паспорт. Это долгий процесс, и я не пытаюсь там как-то, да, кого-то обидеть, либо какой-то сарказм, какой-то, да, какое-то язвление, да, кому-то. Нет, просто многие реально живут и пишут в чатах, да ну как это, вот я читал в интернете, вот после 3 лет, если мы беженцы, нам должны, но мы не беженцы, понимаете, у нас нет такого статуса, у нас статус временной защиты. То есть у беженцев все по-другому. Беженцы и международники пока ждут, им вообще они могут полгода, да, а то и около года ждать своего статуса, чтобы им одобрили, да, статус беженца в Ирландии, то им вот это время, им не засчитывается. Вот после того, как им дали статус, да, тогда уже начинает считаться каждый день натурализацию. Понимаете? То есть у нас другая система. Ясное дело, я надеюсь на то, что сделают какие-то поблажки и привилегии, да,
украинцам, которые захотят здесь остаться. Но обратно же, тем, кто ничего здесь не делал, ни копейку в бюджет не заплатил, поверьте, даже через 5 лет вы не получите гражданство. Никак. Есть правила, есть устои, да, которые уже делаются здесь десятилетиями. То есть и для украинцев специально менять там конституцию или что-то не будут. Говорю, ВНЖ там, время, ну, это могут, да, какие-то поблажки дать, я еще раз повторяю. Да, я в это верю, надеюсь, так и будет, потому что не могут 100 тысяч просто метлой одним моментом убрать, понятное дело. Люди сами будут уезжать от того, что не реализовались тут. Еще один момент, многие спрашивают, да, зато если ребенка здесь родила, то как, ребенок сразу же, наверное, уже ирландец, ребята, нет, они отменили эту акцию в 2005 году, то есть по праву рождения, да, то есть вот здесь вот написано, большинство граждан автоматически, Ирландии автоматически становятся ирландцами при рождении до 1 января 2005 года. Почему так сделано? Потому что в 2001-2002 году началась массовая миграция, и ЕС Евросоюз расширился, и многие страны, многие люди с разных стран, да, которые вступили в Евросоюз, страны не очень богатые, вы сами можете ввести, да, кто присоединился, какие страны, и массово люди начали что делать? Правильно, мигрировать в Европу, и в том числе в Ирландию. И после вот этой вот акции они почесали репу и поняли, что ребята приезжают, быстро делают чик-чирик, и появляется Бэбик, и Бэбик автоматически получает ирландское гражданство. И они отменили эту акцию 1 января 2005 года. Так что теперь, если вы здесь рожаете ребеночка по праву рождения, он не имеет гражданства Ирландии автоматически никак. Так что, ребята, думайте. Конечно, рожайте, конечно, создавайте семьи, но это не дает вам права на получение вашему ребенку, да, гражданства Ирландии. Это у нас очень интересная вещь, это калькулятор натурализации и проживания, ребята. Я оставлю ссылочку на него, да, очень интересно, можете посмотреть, ввести там данные какие-то, да, и посмотреть, что вам он ответит. Также оставлю все ссылочки, которые будут, да, ресурсы, которые мы сейчас будем рассматривать. Но главное, хочу, пока мы не начали, попросить каждого подписаться на канал, ребята, поставить лайк, комментарий. Для вас это одна секундочка, да, одно мгновение, а для развития канала и для меня лично это очень важно. Мы подходим к круглой дате, уже почти 10 тысяч подписчиков, осталось всего лишь 100 подписчиков набрать, и у нас будет 10 тысяч. Вы понимаете, какой путь мы прошли все вместе. Скоро будет 5 миллионов просмотров. Огромное спасибо вам. Только вы, еще раз, вы, мои подписчики, мои зрители, мои хейтеры, вы это все сделали. Я очень доволен, да. Я буду дальше продолжать снимать видео каждый день регулярно. Буду стараться делать более качественный формат. То есть мы летим только в светлое будущее. Ни шагу назад, только вперед. Всем добра, позитива и каждому спасибо за любое из ваших действий. А мы продолжаем. Давайте продолжим с приятных новостей, да, порадуемся за людей, про то, что нужно сделать, сколько жить, мы продолжим дальше, но сейчас давайте порадуемся реально, у людей счастье, да, прошла вот церемония, да, в Киллорне, и там участвовало почти 5000 человек, вы понимаете, да, то есть люди получили, да, счастье, радость, то есть они посетили церемонию, да, получения гражданства. Это, я думаю, нереальные эмоции, люди прошли долгий путь. Еще будет одна либо две церемонии, да, и в целом уже в этом году, на июнь 2024 года, уже натурализовано более 10 тысяч человек. То есть вы понимаете, еще до конца года ого, и по оценкам в этом году будет около 15 тысяч людей, да, которые натурализуются, да, и смогут податься, ну, на получение паспорта. То есть уже в июне 2024 года 10 тысяч человек, ребята, вы понимаете, да, ссылочку тоже оставлю на вот это, да, министра юстиции, который описывает всю ситуацию. А давайте пройдемся теперь по тому, кто же получил, да, в большинстве случаев на вот этой вот церемонии, да, посвящения, получения гражданства. Какие люди, да, там участвовало 4800 людей, да, и с каких стран больше всего, ребята. И вот самое удивительное, это Индия, ребята. Почти 1000 человек из Индии получила, да, гражданство Ирландии. Вы понимаете движение? Дальше, Великобритания 416.
Великобритания подумает, да, зачем, многие задают, кстати, вопрос, зачем, почему Великобритания, то есть англичане постоянно в списках, а потому что, ребята, вести бизнес и так далее, и ездить по Европе комфортнее с ирландским паспортом. Великобритания что сделала? Брекзит и вышла с Евросоюза. И теперь для многих людей есть огромный дискомфорт, особенно в бизнесе. И люди реально, многие берут и подаются, и получают, конечно же, гражданство Ирландии. И еще один момент такой, я вот почитал, скоро тоже запишу про это ролик, про миграцию, да, почему так сложно все в Ирландии. Оказывается, я узнал, что большинство нелегальных мигрантов и вообще, да, нехороших людей приезжают в Ирландию через Северную Ирландию, потому что нету границ. С Великобритании они едут потоком в Северную Ирландию и потом едут дальше в Ирландию. То есть вы поняли, какая схема. Там по морю, на лодочках и так далее приезжают, там целая система контрабанды. И все, и потом сюда, опа, и сразу на международную защиту просят. Все, берут, рвут паспорта. То есть, в прямом смысле, Ирландия хочет с этим что-то делать. В прямом смысле, из-за Северной Ирландии огромный поток беженцев. Я сам про себя думал, как, думаю, они сюда прилетают, без виз. В аэропорту же не пустят, ну реально, там, чтобы попасть в Ирландию, нужна реально, ну, виза, тебя не пропустят ни в одном аэропорту по-нормальному, без какого-то приглашения и так далее. А они вот что делают, то есть в прямом смысле незаконно пересекают границу. У них там в Великобритании проблема, какие-то там криминальные, да, не устроились и так далее. Они что делают? Делаем что? В Северную Ирландию и потом в нашу любимую Ирландию. Приезжают ребятки и начинают здесь наводить кипиша. То есть по факту реально незаконная миграция, это все идет с Северной Ирландии в нашу обычную, да, Ирландию. Вот такие вот дела. Следующий момент это Бразилия, там тоже 300 человек, что такое Филиппины, Польша, вот да, только видите, на каком 1, 2, 3, 4, 5, только, ну ничего, Великобритания, да, Польша нет, ну я имею в виду, кто в Евросоюзе. Первая страна Евросоюза, да, это Польша, с которой люди получили гражданство. Поляки, Румыния, Южная Африка, Нигерия и Пакистан. Более 200 новых граждан в каждой стране и США 119 человек. Новые граждане вторник прибыли из 138 стран и проживают в 18 округах. То есть, ребята, из 5000, да, было из 138 стран. То есть, некоторые страны там вообще представлены там, да, один граждан, два, три. В прямом смысле, как видите, украинцев здесь нету в списках, нету. Потому что до полномасштабной войны, да, и до того, как Ирландия начала впускать украинских беженцев и отменила визы, да, тут жило что-то 5-6 тысяч всего лишь украинцев на острове. Плюс-минус там, мне кажется, даже минус. 6 то я много загнул, наверное, 5 где-то так. Понимаете, да, уровень? То есть в прямом смысле там в год получали там, не знаю, 5-10 украинцев в год гражданства именно Ирландии. Так что вот такие дела. Давайте порадуемся за людей. Молодцы, дождались, да. Тут обратно же оставлю эту ссылочку на этот ресурс, да, чтобы вы почитали. Тут люди рассказывают свои истории, как они приехали в Ирландию, сколько ждали. То есть, ну, их личные истории, да. И они прошли, понимаете, нелегкий путь. А украинцы в большинстве случаев хотят просто обратно же перепрыгнуть систему, обмануть систему, да, то есть как-то слукавить. Ребята, нет. Есть правила, есть конкретные указания. Я не то, что не хочу, чтобы людям да всем раздали гражданство. Ну, понимаете, почему в развитых странах сложно получить? Потому что тут хорошие социальные гарантии. Почему там в бедных странах легко раздают гражданство? Да потому что там государство ничего не дает своим людям. То есть там человек сам горбатится и зарабатывает себе на хлеб, грубо говоря. Да, и там в некоторых странах и пенсий нормальных нет, там прямо в смысле какие-то пособия, а не пенсии. А здесь очень хорошее социальное обеспечение. И когда человек приезжает сюда, он понимает, что если он отработает, то в старости его будут обеспечивать. Даже если он приедет беженцем, его возьмут, да, на обеспечение эта страна, то на прямом смысле его обеспечит всем. Даст и крышу над головой, и деньги там, и без еды не оставит. То есть тут очень в Ирландии хорошая, да, социальная сфера помощи беженцам и людям, которые там мало зарабатывают, либо да, не могут себя реализовать. Из-за этого здесь так сложно, потому что очень хорошие социальные гарантии. Человек, который получает гражданство Ирландии, он знает, что у него будет все хорошо в большинстве случаев. Если, конечно, это не какой-то маргинал, наркоман и так далее. Кто-то скажет, ну так, ирландцев там больше 15 тысяч было именно ирландцев, именно
бомжей, да, то есть людей, которые жили на улице. Ребята, ну, в любой стране, в любой семье, как говорится, не без урода, да, то есть хватает людей, которые все просрали, пропили, наркотики, криминал, и все, и тогда государство, и, конечно, оставляет у обочины, они ни на что не претендуют. Много тех, кто на улице, это так же самое люди, которые натурализовались, да, получили гражданство, а потом как-то пошли по кривой дорожке. То есть это не значит, что их государство полностью бросило. Оно хотело им помочь. Раз, два, три, но они же берут и нарушают все правила, все протоколы. И потом государство от них отворачивается. Они должны как-то взять все в свои руки, пойти, есть центры, которые лечат. И они тут бесплатные, есть их много, да, социальные. Но люди обратно же, им комфортно жить на улице. Это их не выбор личный. Вот есть люди, которые вот так вот, ну, скатились на дно и хотят дальше на этом дне оставаться. Ну, еще раз, давайте порадуемся за этих людей. Еще будет 2 церемонии, и по ориентировочно в этом году будет около 15 тысяч людей, которые получат гражданство Ирландии. Да, в среднем по Ирландии это вот именно от 12 до 15 тысяч каждый год получает гражданство. Вот такие дела, ни больше, ни меньше. Вроде бы в 23 году там было около 20 тысяч, но это было такое, знаете, исключение из правил, да, ну, бывает какой-то год больше, меньше, но в среднем, я говорю, 12-15 тысяч. То есть, вот такие вот дела. Порадуемся и продолжим обсуждать, да, что же нужно теперь сделать для того, чтобы получить гражданство Ирландии. Продолжим. И теперь что же, да, нам нужно сделать, то есть всем нам, кто хочет остаться, чтобы иметь право на ирландское гражданство. Ясное дело, что все хотят его получить, да, кто находится в Ирландии, не против бы, да, конечно же, и вообще лучше бы бонусами, вообще бы просто так, просто даром, да, либо просто так за то, что вы украинцы. Много диссонанса и много непонятного. Многие говорят, что после того, как выдали карточку ARP и поставили туда штамп 4, то с этого момента можно считать, что твои годы идут за натурализацию. То есть они уже входят, да, эти годы. Потому что, ну, здесь четко указано, да, в правилах, что и правда штамп 4, вот вы можете видеть, да, штамп 4 входит в натурализацию. Там штамп 1, штамп 3, штамп 1G, штамп 5. Не учитывается штамп 2, это студенческая виза и так далее. То есть, и пока вы ждете ответа, когда вы подаетесь на международную защиту, пока вы ждете ответа, одобрили ли вам и у вас будет статус беженца, либо нет, то есть этот период тоже не считается. И вот парадокс. Мы по временной защите, да, она типа не считается. Но карточка ARP и штамп 4, как вы видите, считается. И непонятно тогда, зачем было выдавать карточки, да, которые, ну, получится диссонанс в законе. То есть, как многие адвокаты говорят, да, ну, уже там многие консультировались, что как только ты получил вот эту карточку ARP со штампом 4, то все, вот с этого дня, можно сказать, начинается твоя натурализация настоящая в Ирландии. Потом, если тебе даже ты проживешь 3 года и тебе там не захотят, да, ну, одобрять тебе вот это, да, право на гражданство, там 3 года, либо 5, в каком статусе ты был, да, то ты можешь по прямом смысле это оспорить, подать в суд именно на государство Ирландии, что каким боком, да, у тебя штамп 4 и по всем законодательным трактатам, вот каждый день прожитый после вот этой вот карточки, когда тебе ее дали, да, все считается уже в натурализацию и потихоньку ты приближаешься к гражданству. Но, как утверждает пока министр юстиции и все остальные официальные, да, лица, то те люди, которые живут по временной защите, пока нет никакого механизма, и по факту они гости, просто временные гости, которые по тому, как закончится защита, вы обязаны страну покинуть. Я уже говорил и говорю, понятное дело, всех не выгонят метлой. Это нереально, успокойтесь. Те, кто работает, снимает сам жилье, как-то реализовался, им дадут шанс 100%, продлят им еще там на год, на два эту RP-карточку и так далее. Те, кто, конечно, не сможет доказать, для чего они в этой стране, что они хотят от этой страны, да, им просто не продлят вот эту вот карточку, а если ее не продлевают, то что вы здесь нелегал. Все, вам закрывают PPS номер, вы не можете пользоваться ни банками, ничем, все, вы нелегал. И тогда что вы тут, что вам остается делать? Бомжевать, либо уезжать.
ну, конечно, вы выберете уехать дальше куда-то, ну, или домой, да, в Украину, ну, в случае украинских беженцев, другие беженцы, кто живет на улице, то есть большинство бомжей это кто? Это нелегалы, у которых все документы просрочены, понимаете? Вот и все. Давайте все-таки мы перейдем к тому, что нужно сделать, да, главное, что вы должны знать, это вы должны прожить 5 лет из последних 9 лет в Ирландии. Отсутствовать вы можете в год всего лишь 70 дней. Все это фиксируется, все это вы не обманете систему, когда будет полная проверка, поверьте, там все они досконально смотрят. Каждый ваш косяк, если он у вас есть, они его увидят, если он был когда-то. Так что, когда заполняете форму, все, чтобы там было четенько. Я не буду рассказывать, да, вот расписывать, тут написано 5 лет прожить из 9, и сразу рассказываются, какие правила, какие пункты, подпункты, все ссылочки на вот эти вот официальные ресурсы я оставлю, пожалуйста. Заходите, тоже интересуйтесь. Я расскажу главные тезисы, которые вы должны знать, чтобы вы понимали, по правильному пути ли вы идете, либо что-то не так и нужно что-то поменять, чтобы соответствовать этим критериям. Первое 5 лет. Для мигрантов, то есть для беженцев, не для мигрантов, неправильное слово, для беженцев, ребята, да. 3 года вы должны находиться легально на территории Ирландии. То есть в прямом смысле, если вы работяга, приехали сюда по work permit, work skills и так далее, работайте себе, продлевайте карточку, все хорошо, контрактик, работодатель туда-сюда, и 5 лет вы можете подаваться. Если вы приехали, ни двора, ни кола, с клетчатой сумкой, да, все, пожалуйста, 3 года и подавайтесь. Обратно же с беженцами там все посложнее, процедура немножко другая, но не все так просто. Конечно, больше ценится, когда ты приехал конкретно сюда и платишь налоги и делаешь что-то хорошее для этой страны. Конечно, тебя с руками и ногами заберут. Следующий нюанс, да, который вы должны учитывать при том, это, конечно же, баллы, да. Я оставлю вот на PDF файл. Тут все расписано, что вы должны делать, собирать билы и так далее. То есть тут все вот интересно, все расписано. Я не буду все это вам рассказывать. Кто хочет, вы откроете, переведете и поймете, что такое билы, да. Я как-то отдельный ролик запишу про вот эти вот все билы, да, что это такое и для чего они нужны, почему они важны. То есть почему важно сразу, когда здесь находишься, прочитать все условия, да, по вот этим вот, ну, должно быть 150, да, от этих вот билов, то есть очков, можно так сказать, да, поинтов, вот, 150 поинтов у тебя должно быть, чтобы при подаче все вот соответствовало. Видите, тут все вот расписано, по каким критериям ты должен соответствовать. Это отдельный ролик, можно снимать про вот эти вот билы, рассказывать, как лучше, да, их получать, как лучше ту или иную действие делать. Обратно же, если вы с семьей приехали и вы делаете, то, понятное дело, у вас там по некоторым, да, поинтам будет общее, да, например, там кто-то платит, оформился свет платит, кто-то там интернет, и у вас, да, есть и там поинты и так далее. У кого-то кредитная история, вы можете там, не знаю, ипотеку взять там на семью, кто-то взял там кредитная история, да, там, например, у меня кредитка там, я не пользуюсь, да, все беру, но по факту бюджет у нас один, да, то есть там много разных нюансов, которые нужно знать. Следующий момент, я хочу вам посоветовать тоже, это калькулятор натурализации. Ставлю ссылочку, интересно, поводите, поиграйтесь и поймете, что вам нужно сделать, сколько прожить. То есть, ну, интересна такая вещь, да, для того, чтобы понимать всю структуру получения, к натурализации гражданства в Ирландии. Следующее это онлайн-форма, ребята. Тут вы можете, да, это департамент юстиции, вы можете зарегистрироваться. И вот здесь в онлайн, когда вы будете соответствовать, вы думаете, что вы соответствуете всем правилам, у вас все есть, да, вы тут регистрируетесь, и там вам подробно все рассказывается, что надо, какие бумажки, какие справки, сколько платить, куда и что. Я здесь не регистрировался, пока не рано, я просто говорю, чтобы вы знали, ссылочку тоже оставлю, чтобы наперед вы понимали, да, когда захотите, либо подсмотреть, да, зайдите на мой канал, найдете этот ролик и поймете, что тут все ссылочки есть, все уже готово, все уже я для вас, за вас сделал. Я уже это указал, оставлю тоже ссылочку, это церемония, да, уже 10 тысяч получили в этом году, и еще будет 2 церемонии, так что люди получают каждый год гражданство, натурализацию, развиваются, делают все для того, чтобы, да, остаться в этой прекрасной стране под названием Ирландия.
Что же такое натурализация? Натурализация — это когда вы становитесь гражданином другой страны, обычно потому, что вы живете в течение ряда лет, да, то есть на этой территории. Чтобы подать заявление на натурализацию в Ирландии, вы должны физически проживать в Ирландии в течение определенного периода времени. Мы уже определились. Либо это 5 лет, да, либо если ты беженец и твой статус подтвержден, то 3 года. Вы также можете прочитать, ну, вот это все, как иностранные граждане при рождении. При рождении мы уже поняли, что уже эта акция закончилась. То есть при рождении, ну, если ты ирландец, да, твои родители ирландцы, тогда, конечно, да, тебе все будет нормально, потому что там указано, если один родитель является ирландцем, то да, тебе ты подашься, да, и твоему ребенку дадут. То есть если там, грубо говоря, да, украинка родит ребенка от ирландца, то, конечно, тогда автоматически ребенку дадут уже гражданство, а жене пока еще нет, то есть жена еще пока подождет, а уже ребеночку, да. Такие дела. Следующий момент — это сколько же денег, да, куда нужно подаваться. Это понятно, что это, ну, служба миграции, служба юстиции, Министерство юстиции, все это занимается вот этим оно, да. Следующий момент, сколько же это удовольствие стоит, да, то есть подача 950 евро сейчас это стоит. И 175 подача, да, и если ваша заявка будет одобрена, вам, возможно, придется заплатить дополнительную плату в размере 950, то есть сама подача, короче, 175, если одобряют, то еще почти 1000 вы должны заплатить. Есть нюансы, да, там есть написан даже список того, кому не нужно платить, либо платить пониженные, да, ставку. Знаю, что международники, ну, то есть беженцы, которые прожили, им бесплатно вообще все это делается. Дальше написано про то, да, вот обратно же, про то, что вы, если супруги, да, когда вашему супругу, либо супруге, если ты женился, да, либо вышла замуж за ирландца, когда тебе вот дадут, да, ты можешь подаваться на гражданство. То есть 3 годика прожили вместе, и все, тогда можно подаваться. А ребенку сразу. Следующий момент, вот это интересно, да, если вы состоите в браке или гражданском партнерстве с гражданином Ирландии, вы можете подать заявление на получение гражданства Ирландии путем натурализации. Вы можете подать заявление, если вы живете в Ирландии или Северной Ирландии и соответствуете следующим условиям. Вы понимаете, да, то есть Северная Ирландия, там тоже свои нюансы, и они, вот кто живет в Северной Ирландии, да, они тоже там каким-то спрощенным таким способом выдают, да, гражданство. Это тоже я не слишком там читал за это, но вот такие моменты у них есть. Следующий момент, да, это двойное гражданство, ребята. В Ирландии двойное гражданство позволяется. То есть позволяется. То есть в прямом смысле, если украинец получит, ну, то есть не нужно отказываться от гражданства Украины. В Украине другое, да, абсолютно. Там нельзя двойное гражданство, но вроде бы там уже что-то приняли в Верховной Раде, не знаю, вроде бы как бы уже можно, не знаю, приняли либо нет, я знаю, что там что-то рассматривали. Напишите в комментариях, если вы знаете, что там приняли и не приняли. Также пишите в комментариях, знаете ли вы каких-то знакомых, которые уже получили, да, на украинцев гражданство. Рассказывали ли они вам, какой путь они прошли. То есть вот эта вся эта история интересно почитать в комментариях истории людей. Также пишите ваше мнение насчет вот всей этой ситуации. Как думаете, бонусом дадут украинцам за то, что просто они украинцы? Либо все-таки нужно будет постараться и все-таки выполнить те или иные действия и потом только подаваться. То есть либо оставят тех, кто, да, что-то делал, но обратно же эти годы не засчитаются, либо засчитают. То есть видите, сколько у меня вопросов в голове, и на них точных ответов нету. Я думаю, ближе к марту 2025 года все-таки что-то будет уже раскрыто, потому что нужно что-то делать. Защита до 26-го там останется год. Год это ничего. Скоро будет 3 года, да, они вот так вот пролетели, а год это вообще ни о чем. Так что, думаю, ждем каких-то разъяснений от правительства Ирландии уже, думаю, в 2025 году. Что еще нужно, да, как нужно себя вести, что вам еще нужно, чтобы там прожить, это понятно, 150, да, поинтов, это понятно, но еще характер, ребята, понимаете? Гарда вас будет полностью вообще проверять, вообще вот так вот, просто с головы до ног. Все карманы будете выворачивать, это точно. Все ваши счета, ну полностью, что возможно,
в любых базах вы будете просто прогоняться, вас будут смотреть. И вот эта фишка, да, вы должны быть хорошим характером. То есть, ну, это перевод, да, Google, хорошим человеком, хороший характер. Не существует исчерпающего юридического определения того, что означает хороший характер. Ну, понятное дело, это больше мораль, да, такая мораль, этика. Но видите, ее там учитывают все-таки, когда ты подаешься, потом рассматривают, если... И что в это входит? Да, ваши судимости, нарушение правил дорожного движения, расследование, то есть там различные криминальные, если у вас какие-то запретительные акты, то есть и все, что связано просто с полицией, даже штрафы, вот поверьте, если у вас будет даже просто там много штрафов за превышение скорости, они могут помешать, и там просто укажут причину, штрафы за то, что вы там вели себя так-так-то. Мы там за вами еще понаблюдаем. То есть в прямом смысле, ребята, тут все важно. И вот эта фишка, да, хороший характер, это в прямом смысле мораль. Там рассматривается с моральной точки зрения. Там человек, да, смотрит всю историю, например, семья приехала, работа, ребенок в школе там, не знаю, занимается там тем-то, достижения, там, не знаю, открыли бизнес, жена там работает, так, взяли ипотеку уже, так, снимает сами. То есть все характеристики, все соответствует. Люди живут, развиваются, и все у них хорошо. Как им отказать? Люди интегрируются, люди в прямом смысле живут, они не обуза государству, они делают все правильно, и видно, что у них стремление, чтобы у них было и у их ребенка, да, светлое будущее. Почему нет? Конечно же, да. То есть вот эта вот фишка, да, с хорошим характером, я это не знал, это очень прикольно, да, то есть реально людей рассматривают с такой точки зрения. Понятное дело, там и характеристики с работы, и то есть все. То есть моментов куча, это все очень сложно, не так легко. У меня знакомый, да, ну, дружбан мой, который мы тут ездим на рыбалку, он уже здесь почти 10 лет, он сам из-под Одессы, да, и он вот подался, все-таки решился, да, и уже где-то, не знаю, прошло, может, уже месяца, может, 3-4, как он подался на гражданство. Он тут уже, у него было там и свое СТО, то есть свой бизнес, они уже почти выплатили дом, в ипотеке у них был, да, ну, есть, они его почти уже выплатили. То есть в прямом смысле все интегрировано, все хорошо, уже здесь 2 детей, жена у него латышка, да, то есть все у них отлично. И я понимаю, что, ну, почему ему не дадут, в честь чего. Он подался, то есть его ждет ответа. И в чем я к чему, да, сроки ожидания, ребята, сроки ожидания ответа, да, после того, как вы подали на натурализацию, да, на право гражданства, то есть вы можете ждать до 19 месяцев, вы понимаете, а бывает и больше. Вы понимаете, что такое 19 месяцев? Давайте мы просто округлим, это почти 2 года. То есть, и когда люди вот это вот, ну, пишут, да, что там дадут гражданство, ребята, ну, что дадут? Вы, даже если вы делаете заявку, вот вы прожили 3 года, делаете заявку, она рассматривается 19 месяцев. Вы понимаете, что в процессе вот этой заявки у вас все может поменяться. И пока до вас ваша заявка лежит, да, в стопочке, понимаете, ее не рассматривают столько, это просто такая очередь. И вот вы живете, не дай бог, в процессе вот этого вот ожидания вы где-то накосячите. Штраф, уехали, подрались, не знаю, что-то там, какие-то бока, там, не знаю, с выплатами, уехали больше, чем на 70 дней. А вашу папочку взяли как раз на 18 месяц, да? И давай вас по новой, не думайте, что все эти справки, это они их перепроверяют. Обратно запрос в гарду, там, например, вы там принесли, да, что вы там не судимы, все понятно, все гарда хорошо. А они новый запросик, потому что это уже устарелые данные, им нужно перепроверить. Оп, и оказывается, у вас там за вот эти вот 18 месяцев, да, ожидания, которые вы ждали ответа, у вас штраф есть новый. Появился штраф, невыплаченный кредит, подрались в баре. Вы понимаете, о чем я говорю? Все, вы где-то споткнулись. То есть вот этот вот период, когда в ожидании, вообще вы должны просто ниже травы, тише воды. И это все говорят, просто нужно ждать. Когда вы получите заветное одобрение, да, когда вы там пройдете церемонию, когда вы потом получите паспорт, вот тогда можно просто вздохнуть с легкостью. Но обратно же все равно с легкостью, ну, оставаться в тонусе, да, и уважать Ирландию и благодарить ее за это, что она вам дала такой шанс стать гражданином. Это не то, что шанс, это привилегия, это нереальная просто вещь, которая люди, которые это получают, я не знаю, какие у них эмоции, да, жить в такой классной, крутой стране и быть уже ее официальной частичкой.
это, конечно, бомба. Так что имейте в виду, рассматривают 19 месяцев. Я пытаюсь просто, да, чтобы не ставить паузу, найти. Вот. Что произойдет после подачи заявления? Большинство заявлений на натурализацию рассматривается в течение 19 месяцев. Вам могут попросить отправить дополнительную документацию или уточнить некоторую информацию, которую вы указали в своем заявлении. Вы получите номер заявки. А ты что? Вы понимаете, да, уровень? Если ваша будет заявка успешна, все расписано. Я же говорю, все ссылочки я оставлю. Я рассказываю про главные аспекты, да, которые вам нужно знать, чтобы понимать, как вы можете получить ирландское гражданство. То есть это очень интересно, и то, что столько ждать нужно, для меня тоже это было удивление, да. Также тут здесь нужно прожить, да, в определенном штате, то есть, ну, имеется каунти даже определенное, да, время. То есть те моменты вы должны учитывать, и их будут учитывать, понимаете. Если где-то вы что-то вы не накосячили, они, поверьте, найдут в вашей биографии кучу недочетов, и будет какой-то один главный, и все остальные, они просто их возьмут так вот, знаете, прилепят. Если у вас все хорошо, если там где-то что-то не соответствует, понятное дело, там они закроют глаза, там, если вы там недавно переехали, например, там не прожили столько-то, ну, хотя вы все платили, жили, и так все хорошо у вас было. То есть, понятное дело, что там сидит человек, не робот. И он смотрит на всю ситуацию в целом и решает, хороший вы человек, грубо говоря, достойны вы этого гражданства, либо нет. Я это вижу так. Надеюсь, мой ролик был полезный. Я вкратце рассказал, что вам нужно сделать. Это определенное время прожить, определенным периодом вести себя, да, то есть нигде не косячить. Вот эти два главных аспекта — это жить в легальном поле в Ирландии 3-5 лет, да, собирать поинты по возможности, конечно. Если вы, конечно, как беженец, международник, то, понятно, там поинты у вас не слишком вам повезет с этими поинтами, но там по другой схеме, видите, вы можете получить потом это гражданство. Если вы работаете, то нужно собирать поинты, прожить 5 лет, не сталкиваться ни с какими проблемами с гардой, и тогда, поверьте, после 5 лет можете спокойно, ну, если вы приехали с семьей, подавайте с семьей, да, в онлайн форме, собирайте все документы и подавайтесь. Платите 175 евро, да, за подачу, или 195, я уже забыл. И потом, если одобряется, еще почти 1000. И будет вам гражданство, будет вам счастье. Я, конечно же, желаю всем, кто стремится получить гражданство, в первую очередь, конечно, украинцев, да, моим землякам. Ну, обратно же, я желаю это только тем, которые что-то сделали для этой страны. Не просто так бонусом, да, раздавать. Такие вещи, как гражданство, мне кажется, раздавать просто так, ну, нигде их, только в каких-то там третьих странах, да, в каких-то, в Африке, может, и раздают. Если ты белый человек, приехал, и вы такие, вау, ты хочешь у нас жить, пожалуйста, только у нас здесь только бананы, песок и солнце, ну и океан. То есть тогда да, здесь, в Ирландии, очень сильная социальная сфера, очень сильная моральная сфера. Мы все тут, институт семьи очень оберегается, и именно детей тут очень сильно к ним хорошо относятся. И здесь жить хорошо. Момент с погодой, ну, ребята, все, но ко всему привыкаешь, это первое. И второе, если ты тут достаточно много зарабатываешь, или хотя бы в среднем, ты можешь себе позволить 2 раза в год летать, отдыхать. Поверьте, на 2 недели слетал, и тебе вот так вот хватает этого солнца и всего остального. Вот сейчас у нас, например, солнышко. Пожалуйста, выходи на прогулочку, лови витамин D, и все хорошо. Океан есть, море, прекрасная природа. Не знаю, Ирландия — это прекрасная страна для жизни. Все говорят, минусы есть. Есть просто даже не минусы, а это их специфика. Я всегда так говорю, это специфика. Это и они так живут, это их фишка, понимаете? Это фишка Ирландии. Там, погода — это их фишка. Это фишка этой страны, этого региона. Так само как в Африке там плюс 50. Это их фишка, и им нормально. Так само ирландцам, им хорошо. Они в большинстве случаев они не жалуются на то, что там пасмурно, сон, они уже привыкли так жить. Это уже в их ДНК, мать его. Так что всем добра, позитива, желаю вам получения гражданства. Если вы чего-то захотите по-настоящему, поверьте, вы это сможете сделать. Все в нашей голове, так что
Живите, главное, а не проживайте. Главное, живите полноценной жизнью. Работайте, кайфуйте, занимайтесь своим хобби, своей работой, и все у вас будет хорошо. Всегда на связи.